Здравствуйте, друзья! Продолжаю делать свой гигантский квадрокоптер. Я надеюсь, что сегодня мы все это дело соберем, потому что рама хорошенечко высохла. Начал уже устанавливать опоры под двигатель и сделал площадки под регуляторы оборотов. Не стал делать их внизу, то есть под двигателями, а сделаю сверху. Уже наклеил 4 площадки на супер крутой эпоксидный клей. Надеюсь, будет держаться. Сделал их в этом месте для того, чтобы они хоть как-то охлаждались винтом. Потому что в этом месте уже присутствует кое-какой обдув. На концах, конечно, круче гораздо, но и здесь неплохо. Регуляторы все равно близко к двигателю будут находиться. Никаких рассинхронов и прочих неприятностей, я надеюсь, не возникнет. Сейчас вышел на улицу, хочу попробовать, как оно заходит в автомобиль. Потому что для меня это ключевой момент. Ну и вот смотрите, что получается. Раз только и дома. Здесь, конечно же, будут еще двигатели подтарчивать. Ну, это ничего страшного. Если бы я купил складные винты, вообще было бы отлично. Но у меня ситуация немножечко другая. Пришли уже новые, модные 35-дюймовые пропы карбоновые под вот эти двигатели. Ранее я использовал чутка поменьше винтики. Ну вот, можно заметить. Это даже не чутка, это гораздо сильно меньше. Тяга была 12 килограмм на одном винте. Здесь видно и профиль другой. То есть тут какой-то такой, знаете, каплевидный профиль. Здесь вот бугорок чувствуется. А здесь оно как бы вот так вот утоньшается. И, надеюсь, все это благоприятно повлияет на тягу. Я хочу, чтобы мотор выдавал минимум того, что заявлено производителем. А именно 18,5 килограмм для таких пропеллеров 35-дюймовых. Если все будет хорошо и классно, опять же оставлю ссылочку в описании. Давайте проверим вес в сравнении с вот этими. Потому что такое ощущение, что большие даже легче. Мои суперточные весы. Взвешиваем маленький пропеллер. 181 грамм. Такая масса у него. Взвешиваем большой пропеллер. 171 грамм. Интересно. Получается, ровно на 10 грамм большой пропеллер меньше весит. Как же это достигается вообще-то, ребят? Что он довольно-таки жесткий, и он тягу выдает гораздо больше, чем это. Но этот проб, он цельный. Здесь вогнутый профиль. Вот такой примерно. И он полностью состоит из карбона. Естественно, чтобы он имел какую-то жесткость, надо положить приличный слой этого самого карбона. Здесь же пропеллер толстенький, и внутри у него бальза. И в итоге удалось и профиль классный сделать. Он примерно вот такой. И еще и сэкономить вес, потому что слой карбона здесь обычно очень тонкий. Почему я это так официально заявляю, ребят? У меня уже был инцидент с крашем такого большого винта, и я теперь знаю внутреннее устройство и знаю, почему он такой легкий. Это винт от T-Motor, очень крутой винт. Сломался он не сам по себе, просто засосало в него один предмет и его разорвало. Просто-напросто, правда, без последствий. Видите, какое оно здесь все тоненькое. Толщина карбона 0,96 мм всего лишь. Здесь у нас вставочка имеется, для того, чтобы скручивать можно было. Все вот так вот оно здесь как-то наклеено, намазано. Как бы вам так поближе показать. Внутри оно не очень культурно сделано, но снаружи просто огонь. И этот проб, на секундочку, может выдавать 60 килограмм тяги. Это 40-дюймовый винт. Он еще больше такого. И весит примерно 200 грамм. Получается, эти винты весьма безопасные. Лопасти у них не отлетают. Они просто вот в такие тряпки превращаются. Здесь внутри, кстати, пенопластовая оболочка. Вот. Ну, это не мешает ему 60 килограмм тяги выдерживать. А нормальная у него 36 кг. Пока предварительно просчитал все массы, которые будет иметь квадрокоптер, получилось 11 778 грамм. Сама рама весит 950 грамм. Двигатели очень тяжелые, по 800 грамм.
пропеллеры по 180, пропеллеры по 170, регуляторы по 187. Еще будет полетный контроллер и 2 батарейки по 3 килограмма. Этих батареек явно мало, поэтому, скорее всего, придется еще парочку таких докупать. И будет еще 3 килограмма, и полетный вес будет 14 700 грамм. Короче, 15 килограмм полетный вес квадрокоптера. Довольно-таки много. Больше всего меня интересует, какая будет эффективность у двигателя на 3 килограммах тяги. Потому что на каждый моторчик при 12 килограммах придется 3 килограмма. И можно будет высчитать полетное время, согласно амперажу на этой батареечке. Ладно, винтик уже на стенде стоит. Пойдемте протестируем максимальную тягу и ток двигателя, который потребляется на 3 килограммах тяги. Стендик будет все тот же, но вот соосную схему испытывать не буду, потому как уже неинтересно. Слишком большие потери, нужен второй винт с большим шагом. Где я такое буду искать, непонятно. Протестируем с одним винтом. Протестируем нашу силовую установку квадрокоптера. Для начала даю 3 килограмма и смотрю, сколько кушает ампер. Пять с половиной, 6. Ну а теперь на максимальную тягу испытываем. Ветер знатный дует. Получается 14,3 килограмма. Все равно не дотягивает до 18 килограмм, видите? Но вот все-таки беда какая-то с подбором винтов. Непростое это дело. Непростое. Ну давайте хоть глянем, какие максималки были здесь при этом. 56 ампер ток. 2,6 киловатта. Ну, получается, винтик не догружает. Все равно не догружает этот двигатель. Ну, ладно, ребят, будем использовать пока так. Зато экономично, у него маленький шаг. 14 килограмм тоже нормально. Один движок, получается, весь коптер будет поднимать. Ну, хорошо одно, что он не греется. Это очень классно. Начинаю потихонечку собирать. 2 луча уже полностью готовы. И даже закрыто крышечкой. Протянут провод управления. Все скручиваю косичкой. Силовые провода имеют серебряное покрытие каждой жилки. И они довольно-таки толстые. Будут выдерживать большие токи. Хотя здесь токи, как оказалось, не такие уж и большие. До 50 ампер всего лишь будет. Это немного на самом деле. На гоночных квадриках, на маленьких, то же самое бывает иногда. Но тут банок больше. В итоге выше напряжение и, собственно, мощность больше все равно гораздо, чем в гоночных квадриках. Ну а ток весения вообще должен быть примерно по 5-6 ампер на каждый луч. Соединяю все с помощью пайки. Уходит очень много припоя, но что делать? Моторы прикрутил через резьбовой герметик. Ну а регуляторы пока что вот в таком положении. Их можно прикрутить, потому что я там сделал отверстие. Вон они. Ну, а также можно на двойной скотч прилепить и через стяжку. Тоже будет нормально держаться. Они не будут биться об землю, будут защищены, находиться под винтами. Подключил уже полетный контроллер. Вот он, красавчик. Пришлось немножко покубатурить, посидеть пару часов, поразбираться. И вот уже что получается, ребят. Запускаю движки. Ну и можно наболтать. Звук потрясающий.
Здесь, ребята, выкрутился следующим образом. Наклеил вот так изоленту и буду устанавливать прямо на нее полетный контроллер. Оно будет все это дело амортизировать, не будут передаваться вибрации. А это очень важно. Сделал своеобразные ножки. Держаться будут частично на скотче, на двухстороннем. Ну а частично будет с помощью изоленты вот здесь приматываться. Сварил каркас с помощью тик-сварки. Конструкция получилась очень легкая, весит 300 грамм. Позволяет внутрь что-нибудь закладывать интересное. Ну, то есть приматывать какие-то интересные вещи. Теперь нужно заняться установкой электроники. Потому что насчет вот этого вот красного я пошутил, ребята. Это просто временно, чтобы не выпадала вся мочмала, чтобы можно было ноги сделать. Ну что ж, ноги готовы, и они довольно-таки жесткие. Проверяем. Так. Все. Стоим четко. Как вы можете заметить, здесь есть листик пенопласта. Хочу сделать очень легкую подпорку под батарейки. Будет использоваться либо 2 батареечки, либо 4. То есть, соответственно, будет 4 подпорки. Ну и пусть будет площадка под всякое электронное оборудование. Хочется затянуть это дело стекловолокном, чтобы было радиопрозрачно. И как-то усилить бальзовыми вставочками, чтобы батарейки лучше держались. Я ее уже, честно говоря, склеил. С кусочков пенопласта и кусочков бальзы. Теперь осталось в один слой обтянуть стеклотканькой. Выгнал лишнюю смолу, сделал такой вот сэндвич и положил под пресс. Установил все комплектующие по центру квадрокоптера. Здесь у меня полетный контроллер. Стрелочка показывает, куда он должен стоять. За ним идет модуль GPS от NASA. Модуль этот с компасом. Все уже проверил. Вроде бы более-менее нормально все работает. Приемник предварительно установил. Кстати, надо будет поменять его на флайскаевский. Потому что, ребята, мне нужно 2 аппаратуры. Чтобы я мог запускать одной аппаратурой, например, квадрик, а второй аппаратурой что-то другое с него, к примеру, запускать. И вот что-то другое у меня будет более важное. Поэтому туда буду устанавливать FrSkyевские приемники. А сюда, наверное, FlySky пойдет. Самая важная, наверное, процедура — это установка моторов по необходимому уровню. Ну, то есть они здесь все взаимосвязаны, и все должно быть ровненько. Я здесь плясал уже и так, и эдак. Ну, вроде бы легко удалось установить. Устанавливал по кончикам, чтобы кончики сходились на всех лопастях. Ой, надеюсь, все это дело успешно взлетит и не будет падать. Потому что он большой, и при любом падении оно может быть фатальным просто-напросто. Выяснились кое-какие обстоятельства по жесткости лучей. По продольной все здесь в порядке, все нормально, все выдерживает. И ту массу, которую я задумал, должно поднимать. Но вот по поперечной на скручивание, друзья, ну это просто никуда не годится. Вот смотрите. Это скручивается именно луч вместе с двигателем. То есть винт он гораздо прочнее луча. Ну не знаю. Надеюсь, все будет хорошо. Если что-то будет не так, придется вот здесь сверху наматывать под 45 градусов пару листов карбона и укреплять лучи. Потому что пока что как-то ну не очень мне это нравится. Ну что, блин? Летит твою дивизию. Так, все ли правильно вращается? Ну давай. Так а что давай? Страшно очень. Все равно-то давать надо. О, может дальше?
стабилизацией? Ага. Ну да, ты что-то... О! О! Стабилизация. Вроде взлетело нормально, потом как начало, да? Да. Все сильнее и сильнее. Тут я... Это мануал? Да страшно, слушай. Наверное, надо гейны уменьшить. Наверное, сделай не 125, а там 80 Да попробуй. надо 50 сделать вообще. Ну давай еще разок попробуем. Давай. Подальше. Что-то с ума сошел и все. Вот так вот. Да. Винт сломался. Угу. Мне кажется, Бля, тут даже это оторвалось от Выставил такого. хорошо сначала. А? Первый раз выставил хорошо. Когда ты- Я Как-то имею в виду. рисковато сейчас тоже было такое ощущение. Можно было 50, ребята, вы наверное. тоже на какой-то кофейной гуще мы тут все гадаем. Оно Ну да. одинаково, по-моему. Что тогда, что сейчас. Итак, как же мы можем резюмировать все это безобразие? Ну, во-первых, из хорошего рама не пострадала, моторы не пострадали. Электроника тоже не пострадала при столь значительном ударе. Пострадали лишь винты. Один проб вообще развалился полностью. Вот видите, какой массив карбона. Треснул только так. Ну, а второй получил лишь трещины без полного разрушения. Вот так. И два пропа абсолютно целые. Но самое неприятное, что это одинаковые пропы, а продаются они левый и правый. В итоге мне придется все 4 заказать, чтобы опять был комплект и опять мы могли стартовать. Мне еще не пришла вторая большая батарейка. Только одна пришла. Кстати, здесь тоже есть небольшой проблемас. Вырвала провод. Но это, я думаю, небольшая проблема и удастся запаять. Так, будем ждать батарею и закажу пропеллеры. А пока мы с вами подумаем, друзья, что же произошло и что можно сделать. Я себя гуру каким-то не считаю в квадрокоптерах. Это вообще-то мой, можно сказать, первый самосборный квадрик, который я сам собрал. Хоть он и вот такой огромный, на пол гаража, но это первый аппарат. В настройках гейнов я не разбираюсь. Ну, то есть это, наверное, PID-настройки, как в Betafly, аналог. У нас это гейны. Честно говоря, ставил и очень маленькие, на которых он дольше всего пролетал, и большие. Там он сразу начал переворачиваться. А на маленьких, как вы сами видели, довольно-таки долго летал. Весь полет я не показывал.
Он летал примерно 5-6 минут. И в конце концов квад сам по себе раскачался, завалился на бок и воткнулся в землю. Это было жестко, конечно, еще и очень страшно. Он довольно-таки огромный. У него получается по диагонали больше 2 метров. То есть вот он описывает круг больше 2 метров в диаметре. Это офигеть, конечно, какой размер, как оно жужжит. Но 5 минут более-менее нормально он летал. Я ему давал, так сказать, резкие движения ручкой, довольно такие. Пытался дестабилизировать, он сам возвращался. Высоту более-менее он держал, плюс-минус там 2 метра, наверное. Ну вот в конце концов произошло неприятное. Ну, естественно, гейны нужно настраивать, это бесспорно. Но мне кажется, проблема еще и в другом. Малая жесткость рамы. Вот обратите внимание, если я буду вот такие движения совершать, я могу просто вот адски отклонять двигатель в бок. Если вверх-вниз давить или тянуть, то рама жесткая, потому что волокна идут вдоль трубы. А сверху просто тканью обмотана. Эта ткань имеет также вот крест-накрест направление. И из-за этого накручение, ну прям совсем никакая рама. Мне кажется, это ее и дестабилизирует. То есть аппаратура, гироскопы не могут правильно отработать. Все это дело входит в какой-то неведомый резонанс. Но это лишь мои догадки. Но все-таки я считаю, нужно очень сильно укрепить раму. Нужно снять, наверное, площадки под регуляторами, оторвать их. Нужно, ну вот эта штука легко снимается, и наложить несколько слоев углеткани, дополнительно укрепить лучи, чтобы они были более жесткие вот в этом направлении. Потому что не так все плохо, 5 минут-то оно каким-то чудом летало. Вот что интересно. Ну и плюс настройкой гейнов плотно заняться. Я думаю, вы в этом даже, может быть, мне поможете. Может, у кого-то есть какая-то хоть приблизительная раскладка, как для НАЗы их настроить. Потому что я особо не смог найти и вообще не видел, чтобы кто-то большие квадрики такие делал на НАЗе. Да и вообще что-то большие квадрики не особо кто делает. Настолько мало в этом плане контента, еще и не хотят рассказывать. Короче, ну просто труба, чума. Не знаю, что делать, ребята. Одно меня радует, что я не поставил большие свои классные винты. И они остались целые. Вообще-то здесь должны стоять именно они. Именно такой размерчик должен быть. Короче, надо заказывать винты новые. И ждать, когда придет батарейка. Ну а пока на этом все. Друзья, кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. Мы это дело так просто не оставим. Думаю, победим.